Привет всем любителям текстиля! Сегодня я расскажу вам об изобретении, которое продлило рабство в Америке почти на 100 лет, подняло цену на рабов в 2 раза и сделало Америку значимым игроком в мировой экономике, а также о том, как это изобретение повлияло на ход мировой истории. Cotton Gin – первая хлопкоочистительная машина, которую придумал американский изобретатель Эли или Илай Уитни в 1793 году. Плодом хлопчатника является коробочка, внутри которой находятся семена, покрытые волокном разной длины. Их называют хлопком-сырцом, а одно семечко, покрытое волокном, называют летучкой. После сбора хлопка-сырца необходимо отделить хлопковое волокно от семечки. До изобретения Эли Уитни этот процесс осуществлялся вручную, то есть в буквальном смысле человек руками отрывал волокна от семечки, что, конечно, было крайне непроизводительно. На долю Эли Уитни выпало такое количество мучений и неудач, которых хватило бы на десяток судеб. Итак, Эли Уитни родился в 1765 году в городе Вентсборо, штата Массачусетс, в семье зажиточного фермера. Эли был старшим ребенком в семье, его мать Элизабет Фэй умерла, когда ему еще не исполнилось даже 12 лет. Еще мальчиком Уитни проявил способности, приводившие в изумление всех соседей. Работая в кузнице, в частности, он придумал машину для производства гвоздей. У него был прирожденный талант разбираться в машинах и механизмах. Машина была для него таким же материалом для творчества, как слово для поэта или цвет для художника. Одно время Эли даже был единственным человеком в стране, который изготавливал булавки для дамских шляпок. В возрасте около 20 лет Уитни решил поступить в Йельский колледж и изучать юриспруденцию. Но из-за противодействия мачехи он только в возрасте 23 лет смог покинуть дом и поступить в колледж. Он получил колледж, когда ему исполнилось уже 27 лет, и своим однокурсникам он казался уже пожилым человеком. Уитни, в принципе, собирался и дальше изучать право, но обнаружил, что ему не хватает средств. В то время еще не существовало такой профессии, где этот человек мог бы реализоваться с его талантами. Поэтому он решил стать учителем и согласился занять должность преподавателя в Южной Каролине с жалованием в 100 гиней в год. В Южную Каролину Уитни отправился на борту судна, где было всего несколько пассажиров, и среди них вдова революционного генерала Натаниэля Грина, Кэтрин Литфилд Грин. Когда Уитни прибыл по месту назначения, он к своему негодованию обнаружил, что обещанное жалование сокращено ровно наполовину. Он не только отказался от должности, но решил вообще оставить карьеру учителя. А миссис Грин, с которой он познакомился на судне, пригласила его поехать к ней на плантацию в Джорджии и стать поверенным в ее делах и мистера Финиаса Миллера, за которого она собиралась замуж, и который, кстати, впоследствии стал деловым партнером Уитни. Уитни принимает это предложение. Вскоре по приезду на плантацию Уитни присутствовал при разговоре соседей. Как обычно, гости жаловались на тяжелые времена, сетовали на то, что нету товарных культур, а единственный сорт хлопка, который мог произрастать в этой местности, это коротковолокнистый сорт с зелеными семенами Upland, который не имеет никакой практической ценности. Эти сорта хлопка были неприхотливы, но требовали трудоемкого ручного труда для отделения хлопкового волокна от мелких твердых семян. Требовалось целых 10 часов ручного труда, чтобы отделить 1 фунт хлопкового волокна от 3 фунтов мелких твердых семян. До тех пор, пока не будет изобретена какая-нибудь машина для очистки, этот сорт хлопка так же никчемен, как сорняки. «Господа!» – обратилась к гостям миссис Грин. «Призовите на помощь моего молодого друга, мистера Уитни. Он все может. Любая задача ему под силу». Уитни изучил процесс ручной очистки, наблюдая за движением рук рабочих. Рабочий держал в одной руке семя, а в другой отрывал от него короткие волокна. Машина, которую сконструировал Уитни, попросту повторяла эту операцию. Вместо руки, в которой рабочий держал семя, Уитни применил своего рода сито, состоявшее из продольно натянутых кусков проволоки. Больше времени ушло на то, чтобы изготовить такую проволоку, чем на само сито, потому что нужного сорта проволоки тогда еще просто не существовало. Работу пальцев, отрывающих волокна, в машине Уитни выполнял барабан, вращающийся рядом с ситом почти вплотную к нему. Поверхность барабана была покрыта тонкими проволочками, изогнутыми в форме крючков, которые захватывали волокна. Натянутые нити сита придерживали семена, в то время как крючки отрывали волокна.
Щетка, вращающаяся в 4 раза быстрее, чем барабан, снимала волокна с крючков. Сначала Уитни думал применить вместо крючков маленькие циркулярные пилки, но их просто невозможно было достать или изготовить. Вот и все детали знаменитого джина, хлопкоочистительной машины Уитни. Кстати, кто из слушателей догадается, почему эта машина называется джином? Итак, Уитни устроил демонстрацию первой модели для группы друзей. В течение часа он выполнил на машине дневную норму нескольких рабочих. Представляете? Одного только обещания Уитни взять патент на машину и изготовить еще несколько экземпляров было достаточно, чтобы люди, присутствующие на демонстрации, ломая двери, побежали и немедленно отдали распоряжение засевать целые поля хлопком Upland. Новость облетела окрестности с такой быстротой, что в мастерской Уитни высадили дверь, и машина подверглась тщательному осмотру. А уже спустя несколько недель хлопком было засеяно такое пространство, что и за год Уитни не смог бы изготовить достаточное количество машин для будущего урожая. Впрочем, некоторые исследователи оспаривают его авторство, указывая, что есть основания полагать, что начальная концепция принадлежит Кэтрин Грин. Но по американскому законодательству того времени женщины не могли получать патенты. И тогда она якобы обратилась к Уитни с просьбой получить патент на его имя. Но это неизвестно и покрыто мраком тайны времен. Что же представлял из себя джин Уитни? Это деревянный ящик, посмотрите на схему, в котором вращаются два цилиндрических вала. На переднем насажены круглые пилы, а на заднем щетки. Над этими двумя валами находится ящик, дно которого состоит из колосниковой решетки, в отверстиях которой и вращаются пилы при работе джина. Работа состоит в том, что хлопок засыпают в ящик, пилы захватывают его снизу своими зубьями, проталкивают сквозь решетку и при вращении около 300 оборотов в минуту передают его щеткам, которые вращаются со скоростью около 1000 оборотов в минуту и более, и образуют такую сильную тягу, что волокна хлопка отлетают от них и собираются в ящике, который периодически опорожняется. Следует сказать, что конструкция современного джина не сильно изменилась за последние 250 лет. Конечно, производительность стала выше и уровень автоматизации также, но принцип работы остался прежним, тем, который изобрел Уитни. Сейчас производительность такого джина составляет около 1 тонны хлопкового волокна в час. Посмотрите, пожалуйста, на схему, я покажу вам, как работает современный джин. Итак, пильный джин имеет камеру 1, в которую подается хлопок-сырец. Нижняя левая часть камеры состоит из колосников 3, между которыми проходят дисковые пилы 4. Зубья вращающихся пил захватывают волокна, увлекают их за собой и в зоне А отрывают от семян, которые не могут пройти в промежутке между колосниками. Волокна далее сдуваются с пил струей воздуха, которая подается по каналу 6. Волокна, снятые из пил вместе с потоком воздуха, отводятся по отводу 5 из машины. Вы, наверное, подумаете, а при чем тут рабство? Дело в том, что к 1790 году институт рабства уже увядал в Америке. За исключением табака, риса и длинноволокнистого хлопка, который можно было выращивать лишь в очень немногих местах, юг Америки фактически не имел денежных товарных культур для экспорта. Морской длинноволокнистый хлопок, названный так потому, что он произрастал только на песчаных почвах побережья, был еще не освоенной культурой. Табак разрушал землю и в течение нескольких лет совершенно истощал почву. Земля в то время стоила так дешево, что хозяева табачных плантаций не утруждали себя севооборотом для восстановления плодородия и просто засевали новые участки, продвигаясь далее на запад Америки. Другие же культуры – рис, индиго, кукуруза и пшеница – не приносили больших доходов. В результате многие плантаторы на юге пришли к убеждению, что при этих условиях труд раба не окупит его содержание. Рабов даже нередко отпускали на волю. Некоторые плантаторы, те, которые были погуманнее других, предоставляли рабам свободу после своей смерти. Уитни поселился на юге в 1793 году, когда плантаторы находились в отчаянном положении. В течение 10 дней он произвел глубочайшую революцию в мировой экономике, какую только знала история. Наводнения и землетрясения забываются, и земля залечивает свои раны. Но изобретение Уитни, которое можно сравнить с катаклизмом, вызвало извержение лавины. Югу суждено было измениться до неузнаваемости. Один хлопкоочиститель может производить до
55 фунтов или 25 килограмм очищенного хлопка ежедневно. Изобретатели обычно жалуются на то, что его машине не дают ходу. Уитни жаловался как раз на обратное. Прежде чем он успел завершить свой первый образец машины и получить патент, созрел хлопок, который поспешно засеяли плантаторы. Урожай поджимал, так что плантаторам было не до высоких принципов закона и этики, и они без зазрения стали копировать машину Уитни. Изобретение хлопкоочистительной машины впервые сделало рабство действительно выгодным, и в течение 2 лет цены на рабов выросли вдвое. Хотя фактически ввоз рабов был запрещен законом 1808 года, контрабандисты продолжали работорговлю во все увеличивающихся масштабах. В середине века раба, купленного за $15 в Африке, продавали в Америке за $1500, то есть 100 раз дороже. На рисунке вы видите план размещения партии рабов на французском 90-фунтовом бриге Вижеланд. Парадоксально, но хлопкоочиститель, экономящий рабочую силу, помог сохранить и продлить рабство в США еще минимум на 70 лет, ведь без него рабство отмерло бы гораздо раньше из-за экономической несостоятельности. Но теперь все рабы были брошены на плантации хлопка. До начала хлопкового бума в 1780-х годах Америка была хоть и многообещающим, но более чем второстепенным игроком на мировом рынке. С изобретением же джина выращивание хлопка с помощью рабского труда стало очень прибыльным, главным источником богатства на юге Америки и основой приграничных поселений от Джорджии до Техаса. Король хлопок стал доминирующей экономической силой, а рабство стало ключевым институтом южного общества. Изобретение джина косвенно послужило обострению противоречий между северными и южными штатами, которые хотели экономически и политически обособиться, что стало одной из главных причин гражданской войны в США. Именно на хлопке основана самая успешная сельскохозяйственная индустрия в истории США. Именно экспорт хлопка впервые поместил Америку на экономическую карту мира. Представьте, накануне гражданской войны в США хлопок составлял 61% экспорта страны. К 1861 году Великобритания, лидер капиталистического мира в то время, оказалась в опасной зависимости от белого золота, экспортируемого из Нью-Йорка, Нового Орлеана, Чарльстона и других американских портов. Экспорт хлопка из США резко вырос с менее чем 230 тонн в 1793 году до 42 тысяч тонн к 1810 году. Хлопок был основным продуктом, который можно было хранить в течение длительного времени и отправлять на большие расстояния, в отличие от большинства сельскохозяйственных продуктов. В конце 1850-х годов Штаты производили 77% от более чем 360 тысяч тонн, потребляемых британской текстильной промышленностью ежегодно. Кроме того, США на 90% удовлетворяли потребность Франции, составлявшую 192 миллиона фунтов, а также поставляли 92% потребляемых в России 102 миллионов фунтов хлопка. Именно эта жадность привела к хорошо задокументированному второму буму работорговли. Более миллиона человек были проданы на рынках юга. Эта цифра в 2,5 раза превышает количество первоначально купленных в Африке рабов, когда только их начали перевозить в ходе атлантической работорговли. В 1790 году существовало 6 рабовладельческих штатов, а в 1860-м их было уже 15. Представляете? С 1790 года и до тех пор, пока Конгресс не запретил ввоз рабов из Африки, в 1808 году южане импортировали 80 тысяч африканцев. К 1860 году, представьте, примерно каждый третий южанин был рабом. По мере распространения крупных плантаций на юго-запад, цены на рабов и землю привели к росту городов и промышленности. Но после гражданской войны между севером и югом в 1850-х годах 7 из 8 иммигрантов переехали в США и поселились на севере, где стали работать в обрабатывающей промышленности. Ну а что же Уитни? Уитни 14 марта 1794 года получил патент на свою хлопкоочистительную машину и предложил Миллеру стать его компаньоном. Они договорились, что Уитни отправится в Нью-Хевен, получит патент и начнет делать машины. Миллер же останется на юге и договорится с плантаторами об условиях пользования машинами.
Поскольку не существовало никакого прецедента, компаньоны не знали, как строить отношения с плантаторами, ведь большинство из них просто игнорировали их патент. Сначала они решили не продавать машины, а отдавать их в аренду за определенный процент от доходов. Они не подозревали, что увлечение хлопком примет столь эпидемические размеры, и что при такой системе оплаты они смогут зарабатывать миллионы долларов в год. Миллер хотел брать с плантаторов одну меру хлопка за 3 обработанные меры. Это вызвало просто ярость плантаторов. Возмущение этой схемой, простотой устройства и примитивным состоянием патентного закона сделало нарушение неизбежным. Уитни и Миллер не могли производить достаточно джинов, чтобы удовлетворить спрос, поэтому очень быстро другие производители наладили продажу. Отчаявшись, Уитни и Миллер готовы были продать права на машину и довольствоваться лишь скромной частью доходов, которые получали от украденного изобретения пирата. Сумма, причитающаяся Уитни, достигла к тому времени уже астрономических величин. Между тем, компаньоны настолько завязли в долгах, что им ничего не оставалось делать, как подать в суд. Но суды, в которые они обращались, находились в хлопковой зоне и ничем, конечно же, помочь им не могли. Наконец, в 1801 году, через 8 лет после начала хлопковой лихорадки, Уитни и Миллер готовы были довольствоваться лишь единовременной уплатой определенной суммы каждому из хлопковых штатов. После этого хлопкоочистительная машина становилась общественной собственностью в границах данного штата. Но даже такое выгодное условие принял всего один штат, да и тот предложил уплатить меньше половины запрошенной цены. Уитни назначил цену в $50 тысяч, но получил только 20. На следующий год правительство штата Северная Каролина, последовав этому примеру, хотя и в несколько другой форме, обложило всех плантаторов, которые использовали хлопкоочистительные машины Уитни, налогом. Все собранные деньги за вычетом 6% комиссионных были переданы Уитни и Миллеру. Это составило $20 тысяч, еще $10 тысяч было получено от других штатов. Общий доход от продажи составил около $90 тысяч, но большая часть этой суммы пошла на покрытие судебных издержек и долгов. А уже в 1803 году штаты порвали это соглашение и потребовали через суд от Уитни вернуть все деньги, уплаченные ему и его партнеру. В этом же 1803 году плантаторы заработали около $10 миллионов. На сегодняшний день это примерно $180 миллионов на продаже хлопка с использованием машины Уитни. Цены на рабов возросли в 2 раза, и совесть уже не мучила плантаторов. Обещания предоставить рабам свободу были забыты. В следующем 1804 году Уитни обратился к Федеральному конгрессу с просьбой о помощи, и большинством всего лишь в один голос был спасен от полного банкротства и разорения. У него не осталось ни цента, его патент не имел никакой цены, ему было 39 лет, и последние 10 лет он почти целиком провел в судебных залах или разъездах по стране из одного суда в другой. Хотя хлопкоочиститель не принес Уитни того состояния, на которое он надеялся, он принес ему славу. После этого он навсегда покончил с хлопком, с хлопкоочистительными машинами и с югом, и возвратился на север в город Нью-Хевен, находясь на грани банкротства. Здесь Элли убедил правительство США передать ему заказ на изготовление 10 тысяч мушкетов стоимостью $13.40 каждый. Срок исполнения заказа был определен в 2 года. Только престиж Уитни, изобретателя хлопкоочистительной машины, мог заставить правительство сделать такой рискованный шаг. Другого человека, похваставшего, что за 2 года он изготовит 10 тысяч ружей, сочли бы тогда сумасшедшим. И он изобретает принцип взаимозаменяемости. То есть сделанные им детали мушкетов из разных партий должны подходить ко всем собираемым ружьям, ускоряя процесс их изготовления. До Уитни мушкеты изготавливались индивидуально, детали одного ружья часто не соответствовали по размерам деталям другого. Согласно принципу взаимозаменяемости, все детали должны изготавливаться массово с точностью, позволяющей собрать продукцию из деталей разных партий. Уитни использовал новые технологии обработки металла, позволяющие снизить требования к навыкам рабочим. Кроме этого, он одним из первых сконструировал фрезерный станок и заложил в принципе основу массового производства в машиностроении. На севере внедрение сменных частей произвело революцию в обрабатывающей промышленности и в значительной степени способствовало победе северян в гражданской войне.
Умер Уитни в 59 лет, оставив наследство 4 сыновьям. В 1940 году в США была выпущена марка в его честь, а это фото мемориала с кладбища Нью-Хевен, штат Коннектикут, где он похоронен. Кроме того, в США открыт музей в его честь на территории оружейной фабрики Элли Уитни Gun Factory, построенной им в 1798 году. Музей является образовательной площадкой для обучения экспериментам, лежащим в области дизайна и изобретений. Этого изобретателя довольно трудно назвать счастливым и успешным человеком при жизни, но тем не менее плодами его изобретений мы пользуемся до сих пор каждый день. Не забывайте подписываться. С вами был Текстиль Эксперт. Всем привет!